Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о переменных и типах данных в Python. Для начала определимся, что такое переменная и тип данных в программировании. Переменная– это одно из базовых понятий в программировании. Означает возможность обращаться к области памяти по некому имени. В разных языках программирования свои правила для названия переменных. Например, в Python переменная может быть неограниченной длины, обязана начинаться с буквы Unicode, притом не обязательно латинского алфавита, либо с знака подчеркивания. Далее могут идти любые буквы, подчеркивания, либо цифры. Переменная не может начинаться с цифры. Тип данных– это возможность структурировать область памяти, разделять область памяти на разные категории, наделять их своими свойствами. В Python несколько базовых типов данных и несколько составных. К базовым относятся типы данных, которые имеют схожее значение в математике и могут быть знакомы вам со школы. Например, примером таких данных является целое число. То есть это такие числа, которые можно посчитать. То есть это натуральные числа 1, 2, 3, 4 и так далее. 0, а также отрицательные числа минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. Длина целых чисел в Python не ограничена. Это очень удобная особенность, выгодно отличает Python от многих языков программирования, в которых целые числа имеют максимальный диапазон, и для операций с большими числами нужно подключать специальные библиотеки. Для Python это встроенная функция, и можно оперировать числами любой длины. Например, примером целого числа может быть, допустим, переменная, назовем ее h. Эта переменная будет отвечать за возраст. Чтобы присвоить значение переменной, надо поставить равно и то значение, которое мы будем присваивать. Python является языком с динамической типизацией. Это значит, что при задании переменной не надо указывать тип данных. То есть, к примеру, если это был бы язык что-то вроде C++, то перед переменной надо было явно указать, что это переменная типа int, чтобы означало целое число. В Python это не требуется. То есть достаточно написать равно и значение, которое мы хотим использовать. Чтобы вывести эту переменную, напишем print наша переменная h. Запустим программу. Видим, что в результате получили 36. Следующий тип данных– это число с плавающей точкой, так называемая десятичная дробь. Например, заведем переменную рост и то есть у переменной с плавающей точкой есть целая часть, и часть после точки это дробная часть. Например, число 1,87 является примером переменной. Так. Например, число 1,87 является примером числа с плавающей точкой. Опять же, можно вывести это число. То есть число выводится. Далее, следующий базовый тип переменных– это тип bool, то есть булевая переменная. Это особый тип переменных, у которого может быть всего два значения– true либо false, что интерпретируется как правда либо ложь. Например, заведем переменную is male, то есть мужчина, переменная true.
True false пишется с большой буквы. То есть если напишем с маленькой буквы, то в питоне это будет ошибкой, так как Python является регистрозависимым языком. То есть, например, заведем вторую переменную из female равно false. Следующий особый тип, который также является базовым, это тип none. Тип используется для того, чтобы какую-то переменную, то есть для того, чтобы зарезервировать имя переменной, но пока не присваивать ей никакого значения. Значение none является эквивалентом во многих языках программирования типу null. То есть означает ничего. То есть, например, если у нас есть, опять же, та же переменная h, но мы пока не знаем, какое значение мы хотим задать. То есть можно использовать переменную none. Опять же ее выводим, получаем none. Далее мы можем переопределить переменную и задать уже значение. И вывести еще раз. Видим, что первый раз мы вывели значение none, второй раз значение 36. Далее рассмотрим составные типы данных. К составным типам данных среди самых распространенных является тип данных строка. Строка нужна для представления текстовой информации при выводе на печать, а также для любых данных, которые нужно интерпретировать как текст. Например, заведем переменную как имя и зададим значение Тимур. Опять же выведем имя. Вывели. Другой пример составных типов данных – это уже более сложные типы данных, один из которых это список. То есть это является уже примером типов данных, который является коллекцией. Коллекция нужна для хранения разного рода информации. Обычно в списках хранятся однотипные данные, которые имеющих схожий смысл. Например, переменные языки. То есть если мы хотим хранить некий список языков, например, языков программирования, и как-то это использовать в дальнейшем. То есть тип данных списока задается как квадратные скобки, а далее через запятую передаются значения. Притом значения могут быть как переменные базовых типов, так и переменные составных типов, например, те же строки. То есть зададим этот список. То есть будут переменные, то есть наш список заполним языками программирования. Например, Python, Java, C++. И выведем их. Так, вывели ровно в том виде, в котором мы задали. Стоит обратить внимание, что Python обладает очень мощной функцией для вывода, print. Она позволяет вывести любые типы данных, включая пользовательские. В дальнейшем мы рассмотрим, как этого добиться. Но уже сейчас видно, что даже составные типы данных выводятся очень даже симпатично. Следующий составной тип данных – это словарь. То есть
Словарь удобен тем, что можно задать некое соответствие ключей и значений. Например, может быть такой набор данных. Назовем переменную как bio. В этой переменной мы будем хранить имя, возраст и языки, которые знает программист. Чтобы задать словарь, надо использовать фигурные скобки. Внутри фигурных скобок задаются ключи и значения. То есть ключи, допустим, будет имя. Ключи и значения разделяются двоеточием. Имя Тимур, возраст 36. Типы данных могут быть любые. Языки зададим в виде переменной, которая хранится в переменной languages. Также то же самое можем сделать и для имени, например. И выведем то, что у нас получилось. Все. Получили значение переменной bio в удобном виде. Следующий тип данных, который в чем-то похож на список, является типом множества. Особенность множества от списка в том, что он хранит только уникальные значения. Например, в языках мы можем задать несколько значений, которые полностью идентичны. Например, 2 раза Python. Выведем. Видим, что при выводе Python также отобразился 2 раза. Теперь заведем переменную с типом множества. Например, назовем как уникальные языки. Чтобы создать множество, можно использовать тоже фигурные скобки, но внутри них множество создается так же, как и список, то есть перечислением через запятую значений. То есть можно скопировать, например, значение языков, и при выводе переменной уникальные языки мы увидим, что выводится такой уникальный набор. То есть Python встречается только один раз. Следует обратить внимание, что словарь и множество имеют схожий синтаксис. То есть кажется, что может быть проблема, если мы хотим создать пустой словарь и пустое множество. Как поступить в этом случае? То есть если мы уберем все значения из bio и распечатаем, то мы увидим, что да, у нас пустые фигурные скобки. Как нам понять, что это за тип данных? В Python есть специальная функция, которая выводит тип данных, называется type. Выведем тип данных для переменной bio. Видим, что это словарь. Теперь же, например, мы хотим создать пустое множество. То есть переменная unique languages, которая является множеством, мы хотим его создать пустым. Теперь, если мы вместо bio воспользуемся и вставим в type unique languages и выполним, мы увидим, что это по-прежнему словарь. Для этих целей у составных типов есть второй способ их задания.
Для множества это вызов функции set. В данном случае, если мы сейчас выполним программу, то в выводе мы видим, что создалась переменная типом set. Также для словаря это dict, а для списка это list. Также есть еще отдельный тип данных, который повторяет по свойствам тип данных список, но отличие его в том, что этот тип неизменяемый. Называется tuple. То есть, к примеру, например, в био создадим не словарь, а тип tuple. И значениями будут языки и, например, имя. Выведем. Так. Tuple можно создать вот таким способом. Теперь, если выведем био, то мы видим, что у нас есть перечисление. Есть переменная с двумя значениями. Одно это языки, второе это имя. То есть пока все выглядит максимально похожим. То есть, к примеру, опять же, возьмем языки. Берем все другие переменные. Опять же, зададим какие-то значения. Например, PHP, Python, Java. Выведем. Так. Теперь, если мы хотим добавить в список языков какой-то новый язык, то для списков есть функция append, которая добавляет новое значение. Например, мы хотим добавить значение C++. Добавляем, распечатываем, C++ добавлен. Теперь заменим список на tuple. Для этого квадратные скобки меняем на круглые. Tuple является неизменяемой структурой. То есть, если мы задали какой-то список значений, то мы не можем добавить в него новое значение. То есть мы видим ошибку. Это является ключевым отличием. И, соответственно, у тупла есть свое назначение, которое мы разберем в дальнейшем. Далее разберем базовые операции с типами данных. Например, основные операции это операции арифметики. То есть знакомые операции математики. Например, зададим такие переменные. Текущий год 2023. Год рождения 1987. Теперь, чтобы получить, например, возраст, нам надо из текущего года вычесть год рождения. То есть полностью эквивалентной математики.
Используем минус. Получаем в ответе 36. Доступны все базовые операции. То есть что можем сделать? Можем умножить, разделить. В том определении есть одна особенность. Если использовать одну косую черту, это точное деление, и в результате него получается число с плавающей точкой. В питоне есть возможность поделить нацелое. Для этого есть специальный оператор, который выглядит как две косые черты. И в данном случае результатом будет целое число, полученное при делении. То есть в данном случае это единица. Также можно сложить. Аналогичным образом можно оперировать и с другими типами. Например, будет переменная рост и так. Переменная рост будет 1,87 м. И, например, переменная стол, которая будет означать высота стола. То есть их можно сложить и узнать общую высоту. То есть работа аналогичная, в результате получаем тот тип данных, который используется в сложении. То есть аналогично можно вычитать, умножать и делить. То есть те же типы данных. Следующая важная особенность операции с типами данных – это объединение строк. Например, опять же заведем переменную с именем. И, допустим, мы хотим вывести строку my name is и далее вывести имя. Чтобы объединить две строки, используется оператор плюс. То есть, если в сложении участвуют строки, то результатом является объединение. То есть, если мы вызовем print в таком виде, то результатом будет my name is Тимур. Эта особенность стоит учесть, в том случае, если у вас есть две переменных строкового типа, но в строках хранятся числа, например, 2 и 3. И при выводе будем складывать а плюс b. То есть в данном случае может показаться, что результатом должно быть 5, так как а и b это 2 и 3. Но в питоне в данном случае строки не преобразуются в целые числа. И результатом работы этого кода будет объединение двух строк. То есть в результате мы видим 23. Также это стоит учесть, что, например, если одна из переменных строка второе число, то в данном случае Python тоже не преобразует ни строку в число, ни число в другую строку. То есть в таком виде мы получим ошибку. Если мы хотим сложить а и b, то мы должны явно преобразовать одну из переменных к типу, который совместим с противоположным типом. Для Python для этой цели есть специальные функции преобразования типов, которые приводят переменную любого типа к необходимому. Эти функции такие же, как и имя этого типа. То есть, например, если мы хотим преобразовать
строку А число, для этого используется функция int. Выполняем и в результате получаем 5. То есть то значение, которое нам и нужно. Если же мы хотим преобразовать число 3 в строку, для этого используем функцию str. Вызываем. И получаем 23. Опять же, тоже то значение, которое нам нужно. Притом мы можем преобразовывать не только такие типы, но и в самом деле также bool. То есть мы хотим преобразовать оба значения к переменной булевого типа. Притом при преобразовании типа к переменной типа bool значение будет false, если переменная эквивалентна пустоте. То есть для целого числа это 0, для числа с плавающей точкой это тоже 0, 0.0. Для строки это пустая строка. То есть, к примеру, так, притом сложить две переменные типа bool, скорее всего, не получится. И нет. В данном случае Python интерпретирует две переменных со значением true как единицы. То есть в данном случае он приводит явно булевый тип к целочисленному. Далее рассмотрим еще одну тему. Это преобразование сложных типов. Составных типов, таких как списки, словари и множество. То есть, например, если у нас есть некий список, 5 языки, Python, Java, еще раз Python. Так. И мы хотим преобразовать эту переменную во множество с уникальными значениями. Для этого также используется функция, которая аналогична имени типа, то есть в данном случае set, в которой передается значение, которое мы хотим преобразовать. То есть если мы это распечатаем, то мы видим, что мы получили уникальный список. Аналогично можно сделать наоборот. То есть назовем переменную languages_list и преобразуем множество уникальных языков обратно в список. В результате получаем список, но значениями является уникальный набор языков. На сегодня это все. В дальнейшем видео посмотрим, что можно сделать интересного, используя типы данных, управляющие структуры и циклы. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.